И всем привет! С вами Вецнос. Пасхалка. Хой, союзники! На связи Геймер. Что же, у нас сегодня с вами наконец-то долгожданное видео проигрыш перед победой. И у нас нужно обязательно подобрать изумрудик и начать атаковать Бралли. Вот и весь путь. Поехали. Босс сложный, однако знаете что? Когда я его тренил, я прошел его со второго раза. Вроде бы в постах я это говорил, да? Месяц не мог записать этот ролик, но думаю, сейчас у меня все получится. Все-таки я хорошо передохнул. Со второго раза я его прошел на абсолютном рандоме. Последняя стадия именно противная. То есть первая вот эта стадия легкая, а последняя тебя ваншотит. Вот сейчас удачно. Это хорошо. Я прям в таком настроении, наконец-то. А то вы меня все спрашиваете. А потом 50 следующих, или больше даже, раз и не мог пройти ее ни разу. Вот вы представляете, да? Отлично. Давай, Крим, последний рывок! Есть. Замечательно. И кто тут новенький, заходите в рубрику «Рандом всегда прав» и также смотрите по Sonic Exe плейлист. Все оформлено, все есть. А то иначе что вы тут делаете? Это было близко. Спасибо, что помогла мне. Похоже, я все-таки ошиблась, записав тебя в предателе. Рада помочь! А вот и оно. Ты все еще хочешь уйти? Думаю, мы бы могли оставить вместе тебя с нами. К тому же, в этом случае шанс того, что тебя убьют, значительно понижается. Спасибо за приглашение, мисс Мэриой, но я не могу. Я должна найти своих друзей. Возможно, мы сможем победить этих странных существ и вернуть все в норму, как раньше. Увы, Крим, мы уже ничего не вернем. Почему вы так думаете? Даже если случится чудо, и все монстры вдруг исчезнут, убитые не вернутся к жизни. Конечно, выжившие смогут забыть об этом геноциде спустя какое-то время, очень долгое время. Может быть, вы и правы, но нам нельзя терять надежду. Порой это единственное, что мы имеем. До свидания, мисс Мэриой. Надеюсь, мы еще встретимся. Прощай, Крим. Блин, а я и не помню, как я Мэриой озвучивал, черт. Ну тут, в принципе, ничего, можем скипать. Обычный бой с Геном. Кстати, кто досмотрел до этого момента, переходите в мой телеграм-канал, который я создал 15 мая на мой день рождения, но об этом я объявлял только в сообществе. Теперь объявляю в видосе, там моя личико. Да, то, что вы давно хотели увидеть. И часто делюсь жизнью, голосовухи, какие-то фотки, просто жизненные ситуации и так далее. И ночные спокойные ночи моим голосом. Так что, кто меня любит, в принципе, заходите. Рады, ждем, там уже 16 человек. Ну и отлично, чё, сражаемся с Никогетом. Благодарю вас за то, что дали мне передохнуть. Я голосование устраивал дней 10 назад, может даже чуть побольше. Вы сказали, что нужно передохнуть и записать 3 ролика по рубрике «Рандом». Так что спасибо огромное. Это мне действительно помогло. По сути, осталось за малым. Металлами, конечно, сложноватые, но первые 2 фазы, они простые. Я их даже долго-то и не учил. Апатия, конечно, бьет ужасно по морали, но я стараюсь быть веселым. Однако и монтажа будет побольше на этот раз. Вы все-таки соскучились по моим видосам. Слушайте, прям хорошо так идем, а? Замечательно. Окей. Замечательно. Немножечко не везет. Кстати, я помню, как-то в конце его ударил, у меня случилось так, что не получилось. Ладно, чуть подальше его отодвинуть. Прям в этот раз все так хорошо. Интересно, почему? Не, в этот раз я буду побольше монтажить. Вы же соскучились, а я виноват. Конечно, дело в ситуациях в жизни, но
Я постараюсь справиться, чур еще ничего не решено. Но надеюсь, стримы выведут меня из этого. Постараюсь в конце июня уже запускать стримы, где можно будет с помощью донатов зрителям влиять на это все. Забавно. Это будет очень интересно. Пропускаем диалоги, они нам абсолютно не нужны. Все по стандарту тут. Нет. Честно, соскучился. Кто меня спрашивал, вот эта серия предпоследняя. Следующая финал полностью. Так что да, кто не любит эту игру, то можете порадоваться. Идем сюда, к Стич Уайт. Стич Уайт. А вот Джей? Ну и в принципе этот этап нет смысла показывать. Я же проходил. Давайте-ка по-быстрому. И в принципе озвучивал. Тут все та же фраза. Но на этот раз мы пойдем к девочкам, то есть налево. В прошлый раз я должен был так идти, однако... моя дырявая башка, точнее усталость. Нет, на этот раз я не после тренировки. Радуйтесь! Да. Я в тот раз должен был идти к девчонкам, то есть налево. Сейчас после этой локации будет выбор. Ну как? Такой, беспалевный. А я пошел к парням направо, так что придется сейчас отрабатывать. А, кстати, вначале объявил о Вицназаке. Чур, ссылочка. За то, что он мне помогает. В описании. Он мне много раз помогал. Кто тут из новых зрителей? Те не понимают. Но, может, смотрит самого Вицназака. Надеюсь, от него скоро будут ролики. Чё бы и нет. Мне же еще смерти, кстати, показывать. На Металэме и так далее. Кстати, на Брали не было смысла показывать смерть, потому что там она стандартная. Ничего особенного. Так что мне придется через боссер. Чур, кто не знает, повторяюсь, это специальный лаунчер для этой игры, официальный, да. Официальный чит, считайте. Который позволяет, ну, просто не морочить себе бошку и перейти на любой уровень. Практически. Вот и все, доходим. И с помощью него я покажу смерти на Металэме. Иначе я задолбаюсь до сюда доходить. Подсознание. Подсознание. О да, давно я голоса не коверкал. Шучу. Всегда коверкал. И теперь идем налево, к девчонкам. Я не уверена, что ты можешь сделать хоть что-то. Похоже, апокалипсис уже наступил, и нам пришло время умереть. Но в этом есть плюсы. Наклз сказал мне, что они не потеряли свои личности, лишь немного поменяли интересы. Ну да. Спарт-1 я не озвучивал. Экзаэми. А сейчас еще вспоминать, как Экзакрим звучит. Мисс Салли, мы же собираемся умереть. Не страшно, но мисс Эми сказала, что будет рядом. Я просто хочу быть с ней. Тогда я буду храброй. О да, голоса вспоминаю. Помогают некоторые мои проблемы в башке, но голосов я много помню. Все же есть от этого баф. Эти фразы были, они повторяются. Но тут никаких различий. Все это пропускаем. Раньше, помню, Whisper Soul проходил, у меня была ошибка, что я первые 6 серий все зачитывал. Потом падало удержание, потому что ролики по часу шли. Эти все фразы мы уже говорили. Так что, что вы тут делаете, новые зрители? Пау. Прекрасно. Замечательно. Я не могу, соскучился. Да, но если бы у меня такое было, я бы сейчас был Супермен. Я не могу. Столько мемов появилось за это время, пока я не записывал. Наконец-то мы победили, да? Короче, это все пропускаем, тоже. Фразы все те же самые. И наконец-то что-то новенькое. Вот она, троица. Объекты обнаружены. Что за... Какого черта вам от нас надо? Доктор Айма приказал найти вас и доставить к нему. Он хотел поговорить с вами лично, но планы изменились. Советую не проявлять попыток сопротивления, или крольчиха пострадает. Впрочем, не только она. Не смейте приближаться к Рин.
или я размажу каждого из вас. Зачем вы нокаутировали Салли? Распоряжение доктора Айва. Он подозревал, что она может помешать мирному исходу нашей операции. Мирному исходу? Вы должны доставить вас на базу любой ценой, даже если вы решите начать сопротивление. Мисс Эми! Я не знаю. Это кажется подозрительным. Эгман наверняка не желает помочь нам. Но я не могу подвергать тебя опасности. Если я откажусь от их сделки, они наверняка навредят тебе. Вдруг они хотят убить нас? Я могу помочь вам, братья, вы сами обучали меня. Нет уж, Крим, это слишком опасно. Я не позволю тебе драться с элитными роботами, в конце концов. Если бы они просто хотели нашей смерти, они бы уже расстреляли нас. Возможно, если мы согласимся, мы сможем понять, что за чертовщина творится здесь. А вдруг мисс Салли обидится, что мы решили пойти на это без ее согласия? Я не уверен. Время на раздумье вышло. Хватаем их, ребята! Эй, что за хрень? Отпустите! Отпустите нас, пожалуйста! Крим, не трогайте ее! Мы не будем атаковать вас, если вы подчинитесь. Сопротивление бесполезно, у вас нет шансов. Так что просто дайте нам выполнить нашу работу. Да, лучше тебе не дергаться, живая сестренка. А иначе Крим пострадает. Опачки. Смотрите, как-то хочет поиграть. Я собиралась наведаться к Эксектору. Раз вы стали на моем пути, я... Так уже быть, соизволю. Протестировать ваши боевые навыки. Я уже давно не была в теле смертного, так что... Разминка не помешает. Мисс Салли? Что за черт? Не думал, что у вас хватит духу на нас напасть. Может быть, вы и сброд не так уж и никчемные. Объект опознан. Один из высших управляет телом бурундучихи. Салли Нитл. Приоритетная цель. Фу, разберитесь с ней сами. Я хочу поиграть со своей живой сестренкой. Прибуду, как только размажу ее мозги по стенам. На это не уйдет много времени, конец связи. Ох ты ж черт. Странно, что у робота есть такие желания. Я говорила, что вы не так уж и никчемны. Забудь, вы и вправду лишь шавки. Лишь с поддержкой высших богов у вас хватило смелости высунуть нос. Высшие боги? О чем ты говоришь? А ты не в курсе? Ах да, я забыла, что прототип означает и то, что ты не только слабее, но и тупее меня. В общем, твоя подружка подхватила бич высшую имперского чина. Высшие представляют угрозу для бонов Айва и его дружков, так как что мы должны противостоять им. Именно под влиянием этой высшей твоя подруга и напала на нас. Увеличив свои силы. Усекла? Не особо. Ладно, моя топенькая. Это не важно. Постарайся запомнить это. Ты сейчас сдохнешь. Поняла? Поняла. Вот и малой поняла, что ты сейчас сдохнешь. Значит, решила побороться? Я надеюсь на это. Захотелось бы получить достойный отпор от своей живой версии перед тем, как убить ее. Начнем же. А надеюсь, у меня роботов нет? Да? А то еще обидитесь, что я вас передразниваю. Делаю стереотипы. И, естественно, показываем смерти. Ох уж этот смех. Такая вот смерть. Гивапчик. Короче, когда умираешь, появляется ошибка. Уничтожь медовыми и спаси крем. Забавно. И что же, проходим. И показываем смерть уже в другом месте. А, да, проблема. На тренировке то же самое было. Нет, не которое в реальной жизни. А тут. Спиндэш, в принципе, можно делать. Прям огромнейшая проблема. Понятно. Но я так сильно не тупил, кстати, до этого. Забавно. Не везет пока что. Давайте-ка я буду, может, поменьше болтать, и вы послушаете музыку. Хоть она уже и была несколько серий назад.
Замечательно. Ладно, не буду показывать трюк. Короче, если вы встанете в угол и нажмете ускорение, вам ничего не будет. Будет кольцо успевать появляться. Это странно. Я это обнаружил еще на тренировке. Но давайте-ка я просто нормально пройду и запишу ролик, окей? Да, когда ты хочешь специально проиграть, но не можешь. Ну вот сейчас хорошо идет, кстати. Похоже на мои тренировки. Да что ж такое-то? Давайте поменьше болтать буду. Черт, вот это да. Ай, мне больно. Все мои механизмы были повреждены. Похоже, я вот-вот рухну. 50 хп. Подавила. Твои слабые тычки не смогут пробить меня. Ты наверняка уже выдохлась. Прими свою смерть, и я помогу остальным прибить твою подружку. Только попробуй, железяка. Попробую, сделаю. Прощай, сестренка. Итак, я оцениваю наш последний бой на 2 из 10. Разочаровывающе. О, черт, девчонки болтают. Ну что, сестренка, как самочувствие? Как гонор? На месте или лучик божественного света спустил тебя с небес на землю? Ну, у тебя и шутки, конечно, отвратительно. Даже высшая не способна победить меня, так что у тебя нет шансов. Оставайся живая, сестра. Стой смирно, ты все равно уже устаешь. Надолго тебя не хватит. Фиг тебе. Внимание, команда. Объект готовится выпустить энерговзрыв. Уровень угрозы средний, активируйте защиту или... И начинается стадия. Кстати, простая, на удивление. Идете в уголок, чтобы рассчитать тайминг, так легче. И вот сейчас. Отлично, ускорение. И вот сейчас. Ну, чуть опоздал, окей. Было получше. Еще. Вот сейчас чуть меня не тронули. Еще круг. И вот сейчас наискось. И это один хит. Это можно даже делать под ускорением, но давайте-ка я просто нормально пройду, окей? Все как на тренировке. Черт. Прикиньте, все это заново проходить. То есть боссари даже нельзя выбрать стадию. Это огромный минус. То есть вот это вот всю херню заново проходить. Не имеется в виду, что вот прям до этого момента, понятное дело. А вот прям первые две фазы, они очень долгие. Но простые, кстати. Если диалоги не читать, может за минуту с лишним. Ух. Ладно, подберем сейчас кольцо. Тихо. Ну, было удачнее, конечно, у меня. Ткнись. Просто заткнись. Замечательно. Не, ну нихера себе сцены. Ты начинаешь надоедать мне. Живая сестра, хватит дергаться. Надолго ты свою смерть не оттянешь. Что такое, сестренка? Тебя бесит, что прототип способен с легкостью дать тебе пинка под зад. Не обольщайся, я просто расслабилась. Теперь тебе точно конец. Нет, пожалуйста, не трогайте мясами. Защита Соника снижена. Система самолечения была повреждена. Он не продержится слишком долго. Ты должна залатать босса, пока он не был полностью уничтожен. Я смогу сдержать высшую на некоторое время, но я медленнее вас. Поэтому тебе нужно действовать быстро. Я прибуду так скоро, как смогу. Мне нужно разобраться с моим прототипом. Она все еще жива? Быстрее добей ее и живо сюда. Эта крольчиха тормозит тебя. Крим, что ты с ней возишься? Сверни шею видео с концом. Айва сказал не убивать ее, пока ты не уничтожишь Эми. Предупредил, что девчонка должна узреть смерть своей наставницы, чтобы ее уровень страстной и мучения возрос. После чего риск сойти с ума при демонизации снизится. Ладно, весь кайф обламываешь. Похоже, придется убить сестренку. Пали, падла. Нет, не смейте вредить мне Сэмми. Вот ведь черт. А вот и крольчиха подоспела. Это твое последнее предсмертное испытание, живая сестричка. Отними ее у меня. И тогда крольчиха умрет менее болезненно, чем может. Это наши разборки. Не смей плетать в это мою Крим.
Поздно. Она сама плелась в это. Ну и начинается самое сложное. Прыжки, чертовы прыжки. Для меня это самое сложное. Учить, по крайней мере. Ну да, нужно же показать эти еще. Смерти. Тем более тут есть фраза. Ты проиграла, сестренка. Какой позор! Прощай, Крим. Ракета Металл Наклза. Ну, естественно, да, гивап такой же. Зато фраза была. Если сдохнуть на предыдущей фазе, ничего там не будет. Естественно. И такая вот смерть. Вот и показал чёж. Проходим нормально. Ах, да, точно. Эти металлические побрякушки смогли развлечь меня. Я удивлена. Отлично, мы тут. Все пропускаем. Сейчас попытаюсь пройти. Сказать, что это заняло одну попытку, нет. Надеюсь, все это я говорю не зря. Отлично, поехали. Угу. Так, постараюсь поменьше щелкать клавиатурой. Какой прекрасный момент, чтобы рассказать в своем телеграм-канале. Ладно, там продолжим уже общение. Люблю я это. Хватит сопротивляться, мой туповатый прототип. Ваша смерть все равно неизбежна. Тогда ответь мне на вопрос, сестренка. Если я более слабая версия тебя, почему ты все еще не смогла уничтожить меня? Почему я умудряюсь надирать твой зад, даже когда силы на пределе? Ты жива, потому что я хотела, чтобы ты проиграла достойным путем. Любой провал до этого момента хоть бы был позорным для тебя, но это все равно можно было бы с натяжкой назвать достойным поражением. Однако теперь мне придется отделаться от тебя более грязно. Ух, чё-то после такого вообще выживают. Я дала тебе шанс умереть красиво. Но ты предпочла геройствовать. Решила попробовать победить меня. Однако в итоге ты лишила себя красивой погибели и не смогла добить меня. Хотя я должна признать, ты не сильно повредила мои системы. От этого еще обиднее, что ты сдохнешь, как побитая шавка. Вместо того, чтобы гордо погибнуть в бою. Прощай, живая сестра. Эй, какого черта? Наклз! Извини, Эми, я целился в крольчиху. Раз уж ты уже убила ежиху, то пора окончать с мелкой. Эми жива, но лишь пока. Я разберусь с ней, Крим. Быстрее, Эми. Ты и так потерял слишком много времени с ежихой. У нас нет времени на игры. Соник на пределе. Если высшее уничтожит его, наши шансы на победу станут минимальные. Хорошо, я постараюсь сделать все быстро. Если я не смогу сразу, постарайся разнести Крим ракетами. Крольчиха довольно шустрая, поэтому поймать ее может быть проблемно. Я рад, что тут столько диалогов. Красиво. Не дергайся, и ты умрешь быстро. И начинается. Кстати, от пуль можно уклоняться ускорением и перепрыгивать их, если его нет, пока они появились не полностью. Кстати, есть два хороших места для уклонения. Вот, в определенный момент можно уйти, кстати, к правой стенке, либо держаться середины, что, конечно же, лишает нас некоторых рисков. Потому что иногда, рандом играет так, знаете, что может зажать в углу пулями и увернуться уже, не получится даже с ускорением. И такая вот смерть, если умереть тут. Кстати, вот у этой четвертой фазы есть усложнение. В случае, если хотя бы один раз мы потеряем жизнь. Metal Amy в таком случае не будет делать доп-подкат после нанесения удара по ней. В случае же прохождения без смертей доп-подката нет, и она просто взлетает. И продолжает атаковать. На других фазах никаких усложнений нет.
в случае смерти. У нас, напомню, 0 колец. Еще такая смерть есть. Оу. Ну хоть на 12. Какая мразь я просто. Но тут фраза. Это из-за смерти этих 2 кусков мяса. Похоже, если бы мое тело сейчас пребывало в сознании, оно бы забилось в истерике и попыталось самоубиться. Однако плевать, ее внутренние терзания не помешают мне выполнить мою миссию. О, чей отец снова требует отчета. Девчонки? Нет! Нельзя себя раскрывать. Надо быть скрытной. Какой же он предсказуемый. Лучше бы не рассказывала. Ладно уж, пора сцапать нашего беглеца. И что же, проигрыш перед победой. И всем спасибо, всем пока. Я прощаюсь, да, такое короткое прощание. Ой, я устал, но я рад. Все кончено. Экзектор. Титры идут недостаточно медленно, кстати, да, чтобы музыка успела кончиться. Все-таки она его настигла. Женщина, подкаблук его туда.